Всем привет! Вы на моем канале. Вот уже наступила весна и хочется чего-то такого весеннего, радостного для поднятия настроения. Поэтому предлагаю вам приготовить вот такой красивый, фиолетовый, яркий черничный пирог. Он получается очень легким, вкусным и воздушным. Если вы любите заливные пироги, однозначно оставайтесь со мной и давайте готовить. Для начала мы подготовим тесто. Берем размягченное сливочное масло 90 грамм, добавляем 50 грамм сахара и взбиваем насадкой венчик блендером. Можно, конечно, взбивать и миксером. Когда масса станет однородной, добавляем к ней 2 желтка и продолжаем взбивать. Белки от этих 2 желтков мы откладываем в сторонку, они нам еще понадобятся. Еще взбиваем пару минут и перекладываем нашу массу в тарелку, в которой будем замешивать тесто. К масляной смеси добавляем 180 грамм муки, она у меня уже предварительно просеяна. И добавляем также пакетик ванилина, можно добавлять или ванилин, или цедру лимона. Перемешиваем всю нашу эту смесь и замешиваем тесто. В ходе замеса мы еще будем добавлять к тесту 2 столовые ложки сметаны. Дальше мы будем замешивать тесто уже руками, оно довольно хорошо перемешивается, становится однородным, и наша цель собрать его в один комок. Дальше мы его отправляем в холодильник и оставляем там на час. А пока наше тесто будет охлаждаться, мы подготовим начинку, и для ее приготовления нам понадобится 300 грамм творога, у меня 5%, к нему я добавлю 150 грамм сметаны, 1 куриное яйцо, 50 грамм сахара и 250 грамм замороженной черники. Ее я уже предварительно разморозила и сок с нее слила. Теперь всю эту массу мы перебиваем погруженным блендером до однородного состояния. После этого добавляем в нашу смесь 20 грамм крахмала и отставляем ее пока в сторонку. И теперь как раз нам понадобятся те 2 белка, которые мы оставляли. Их мы охладим, и охлажденные с добавлением 1 щепотки соли будем взбивать до крепкой пышной пены. Вот так это выглядит после того, как я их взбила. И теперь взбитые белки мы будем добавлять к нашей начинке. Она у нас немножко загустела, пока стояла. И мы вмешиваем в нее наши взбитые белки до однородного состояния. Начинка готова, тесто охладилось, мы его достаем из холодильника и будем раскатывать по размеру нашей формы. Для этого рабочую поверхность и скалку я присыпаю хорошенько мукой, выкладываю на стол свое тесто и буду его раскатывать, стремиться к тому, чтобы по размеру оно соответствовало размеру моей формы, учитывая высоту бортиков. Конечно, не обязательно тесто раскатывать, оно довольно податливое и пластичное, и мы можем руками расформировать его прямо в форме, равномерно распределив по бортикам и дну. Но мне больше нравится раскатывать тесто скалкой, так донышко получается максимально равномерным и тонким. Когда я раскатала тесто, я его накатываю на скалку и скалкой переношу уже на мою форму. Дополнительно я буду формовать бортики, выравнивая их по толщине. Потом подрежу ножиком края, чтобы они были ровненькими. И моя форма будет готова. Теперь нам остается вылить нашу начинку на наше тесто. Начинка получается чуть ниже, чем бортики, но в ходе выпекания она немножко подымется. Разравниваем ложечкой нашу начинку, и нам останется отправить наш пирог выпекаться в духовку. Его я буду выпекать при температуре 170 градусов 45 минут. Когда 45 минут пройдет, я выключу духовку и оставлю его еще в выключенной духовке доходить на 15 минут. У меня время прошло, мой пирог испекся, он уже готов, и я достаю его из духовки. Вот такой веселый, яркий он получается.
Оставляем его остывать в форме, потом снимаем форму, выкладываем на тарелку и украшаем. После этого обязательно отправляем пирог в холодильник на 4 часа, а лучше даже на ночь. Структура теста уплотнится и совсем поменяется, поэтому не пытайтесь разрезать пирог теплым. А вот когда вы уже достанете его из холодильника и разрежете, можно будет наслаждаться воздушной нежной начинкой. Она очень похожа на нежное суфле и отлично сочетается с тоненьким пластом теста. Готовьте вместе со мной, наслаждайтесь домашней свежей вкусной выпечкой, а я желаю вам приятного аппетита. Всем пока-пока!